Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Сегодня поговорим об отношениях и о том самом мифическом идеальном человеке, которого все так хотят найти. Нужно ли искать свою вторую половинку? Какие черты мы бессознательно ищем в потенциальном партнере, как наш мозг дает сигнал влюбиться и что такое интуиция? Люди нередко преувеличивают значение романтики и пылкой страстной любви. Пытаясь найти свою половинку, они в первую очередь обращают внимание именно на эти ощущения. Мало кто задумывается над тем, что даже найдя хорошего человека, над отношениями все равно нужно будет усердно работать. Очень редко бывает так, что люди идеально подходят друг другу, но даже в этом случае избегать конфликтов и проблем не всегда удается. Всем нам свойственно меняться на протяжении своей жизни. Порой люди просто взрослеют, их взгляды на мир трансформируются. Нужно быть готовым к тому, что твой любимый человек через 10 лет будет совсем иным, и это совершенно нормально. Люди, страдающие идеализмом, зачастую мыслят достаточно отдаленно от реальности. Такой взгляд формируется благодаря романтичным сериалам, фильмам и книгам, но в них часто описываются совершенно нереальные отношения. Если ты чересчур серьезно воспринимаешь эти источники, то ты будешь искать именно такие отношения. Рано или поздно ты разочаруешься в людях, ведь они не будут соответствовать твоим фантазиям. Поэтому сначала стоит посмотреть и оценить себя. В тебе тоже есть множество недостатков и всякой чепухи, так же, как и в других людях. Нужно лишь найти того, кого будет это устраивать. Идеальных людей не существует. А вот найти своего человека не так уж и сложно. Также нужно помнить, что все наши отношения строятся на различных потребностях, и они у всех совершенно разные. Как понять, что ты нашла свою вторую половинку? Если у тебя очень высокая потребность поддержки или общения, тебе нужен человек, который любит общаться и будет надежным спутником по жизни. Не все могут удовлетворить такие запросы, даже искренне любя, и это совершенно нормально. Главное не обманывать себя, пытаясь дофантазировать нужные качества у того, у кого их нет. Лишь разобравшийся в себе человек имеет самый широкий выбор. Приведи в порядок свою психику, внешность и остальные сферы в жизни. По-настоящему прекрасный человек прекрасен во всем – в карьере, семье, отношениях. Не стоит пытаться изменить всех вокруг, когда нужно работать над собой. Тогда ты сможешь привлечь того, с кем тебе будет хорошо. Не строй заблуждения о том, что для тебя существует один единственный правильный человек. В мире множество чудесных людей. И если у тебя не сложились отношения с одним из них, это совсем не значит, что ты потеряла единственный шанс на счастье. Ваша встреча со второй половинкой произойдет тогда, когда вы будете готовы к этому. Вселенная знает подходящее время для этого, и эта встреча состоится независимо от того, чего хотите вы. Но если не получается встретить вторую половинку, на это есть несколько причин. Первое. Вы не бываете самим собой. Часто люди говорят: «Я хочу, чтобы меня любили такой, какая я есть». Но какой на самом деле вы являетесь? Конечно, ваша родственная душа примет вас со всеми вашими недостатками, но прежде попробуйте лучше понять свою жизнь и осознать, кем вы являетесь. Второе. Вы подсознательно притягиваете неправильных людей. Практически у каждого человека есть подавленные эмоции, когда нас учили быть хорошими, вежливыми, спокойными и радостными. Эмоции, которые вы не хотели признавать, испытывать или выражать, накапливались в течение всей вашей жизни. Многие из нас годами носят в себе чувство страха, вины и печали. Эти подавленные эмоции транслируются в окружающую среду и притягивают подобную энергию. Вот почему мы продолжаем встречать в своей жизни грустных или полных страха людей. Третье. Ваша программа отношений все время повторяется. Выстроенные с другими людьми отношения – это совокупность ваших подсознательных представлений о любви и доверии, которые вы усвоили с детства. Когда потребности ребенка игнорировали, во взрослой жизни он начинает избегать близких отношений, прячет свои чувства и сохраняет эмоциональную дистанцию.
Эта программа повторяется снова и снова, и мы сталкиваемся с теми же проблемами в отношениях. Четвертое. Вы не находитесь здесь и сейчас. Большинство людей опираются на свое сознание 5-10% времени, то есть человек полностью находится в настоящем моменте и делает здоровый выбор. Но проблема в том, что 90% времени наше тело работает на автопилоте, а наш разум блуждает в прошлом или будущем, постоянно прокручивая повторяющиеся мысли. К сожалению, это закрывает вас от подходящих партнеров. Пятое. Вы находитесь в неправильном месте. Чем вы интересуетесь? Что вас по-настоящему увлекает? Какой вклад вы бы хотели внести? Вместо того, чтобы ждать, выходите и занимайтесь тем, что приносит вам радость и удовольствие, потому что у вашей второй половинки будет та же страсть и цель в жизни. Шестое. Ваше эго выбирает то, что знакомо, а не то, что гармонично. Хотя сознательно вы можете искать заботливого и любящего партнера, наше эго чаще всего выбирает то, что знакомо. Это часть нашего подсознания, база данных определенных убеждений и запрограммированных реакций. Его задача состоит в том, чтобы защитить и поддерживать вашу идентичность. И если боль и страдания – это то, к чему вы привыкли, вы будете подсознательно искать то же самое в других, отвергая любовь, которая вам нужна. Седьмое. Вы не отпустили прошлые отношения. Не стоит ожидать, что новый человек придет в вашу жизнь, если вы еще находитесь в прошлом. Вам нужно начать двигаться вперед и отпустить тех, кто вас сломил и причинил вам эмоциональную боль. Привязанность к такого рода людям не приносит вам никакой пользы. Помните, что вселенские законы работают таким образом, чтобы нужный человек появился в вашей жизни в подходящее для вас время. Ваша родственная душа придет в вашу жизнь тогда, когда вы будете готовы, поэтому не стоит торопить события. Как найти вторую половинку? Позитивно настройтесь на то, чего вы хотите от своей второй половинки. Проблема в том, что мы часто можем сосредоточиться на минусах, а не на плюсах. Выбирайте позитивные мысли, чтобы заявить Вселенной, чего именно вы хотите. Например, «Я хочу встретить мужчину, который ценит отношения и любит меня». Будьте честны с собой, в своих желаниях и в том, чего вы не станете терпеть. Вы не можете привлечь нужного человека на основании заблуждений и лжи. Вам нужно быть искренней с собой. Только вы знаете, с чем вы готовы жить, а с чем не стоит мириться. Не спешите в отношения. Вы не сможете привлечь свою вторую половинку, если сразу же пытаетесь заполнить пустое место любым, кто попадется. Вам не обязательно все время оставаться в одиночестве, но ваш спутник жизни не придет, если вы держитесь за того, кто вам не подходит. Вам сложно будет вступить в здоровые отношения, если вы несете с собой груз прошлых обид. Вы не сможете почувствовать любовь, если держитесь за того, кто приносит вам лишь разочарование и сожаление. Вы будете притягивать один и тот же тип людей, повторяя болезненные уроки. Наслаждайтесь жизнью. Научитесь получать удовольствие от жизни сами, прежде чем разделить ее с кем-то другим. Творите, учитесь, занимайтесь любимым делом, обогащая свою жизнь. Другой человек не излечит вас от одиночества, а наоборот, усугубит эти эмоции. Научитесь развлекать себя и наслаждаться тем, что есть. Простите себя. Важно простить себя, прежде чем найти свою вторую половинку. Потому что прощение дает свободу. Вы прощаете не для другого, а для себя. Это способ отпустить прошлые эмоции и травмы. Прощение освобождает место для любви. Отпустите ожидания. Они могут быть иррациональны и мешать настоящей любви. Ожидания опасны тем, что контролируют наш разум. Нельзя ждать совершенства. Вы можете привлечь только того, кто подобен вам. Помните, чем больше вы любите, тем больше любви притягиваете в свою жизнь. Прислушайтесь к интуиции. Она играет большую роль. Она, как внутренний навигатор, направляет вас к тому, что для вас лучше.
Если вы встретили человека, и отношения не кажутся вам правильными или легкими, возможно, этот человек вам не подходит. Когда вы встретите свою вторую половинку, вы будете знать, что это тот человек, которого вы искали. Поделитесь в комментариях, а что вы выбираете? Искать вторую половинку или оставить все на волю судьбы? Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!